Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Очень приятно. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками. К сожалению, этикетка у меня от нее куда-то исчезла. Но могу сказать, что эта ниточки называется Alize Miss. Вот. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок. И здесь, получается, в 50 граммах находится 280 метров. И советует производитель, берите крючок, смотрите, от 0,75 до двоечки, в зависимости от вашей плотности вязания. Я данную ниточку вязала двоечкой. Так, я буду двоечкой вязать. Вы берете не точно такую же пряжу, вы берете любую, какая у вас есть, какая вам нравится, которой вы хотите сделать образец. Точно так же читаете аннотацию, что советует производитель по поводу крючка. Берете крючок, и у вас получится очень интересный образец, интересный узор. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 8 петелек. Я хочу набрать, в силу того, что крючок тоненький и ниточка тоненькая, наберу я 6 раппортов, 6,8, 48 и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. Итого 49 воздушных петелек. А вы набирайте сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 49 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49. Вот мой будущий образец. Далее, в этом узорчике, а также в многих других узорчиках настоятельно рекомендую сделать дополнительный ряд, для того, чтобы не запутаться в воздушных петельках. 3 петельки подъема делаем. Раз, два, три. Теперь отступаем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. И так мы провязываем каждую петельку нашей цепочки медленно, аккуратно. И сами себя контролируем. Вот смотрите, я набрала 49 воздушных петелек, значит у меня должно получиться 49 столбиков с накидом. Если вы набрали больше или меньше, просто считайте, сколько петелек, столько и столбиков. И все. Самое главное, что первые 3 петельки подъема, которые вы набрали, это тоже столбик. Угу. Имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я уже набрала. Давайте до конца ряда самостоятельно встречаемся в конце ряда. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наша аккуратная дорожка из столбиков готова. Теперь можем приступать непосредственно к узорчику и не запутаемся в воздушных петельках, да? Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же, в этот же столбик, вот сюда провязываем столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите внимательно. Делаем накид и пропускаем в столбиках 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й столбик ныряем и провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. Как бы вот такой вот небольшой маленький такой веерочек, да? Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, возвращаемся сюда же, где мы вот только что провязывали столбики. Вернулись и провязали еще один столбик с накидом. И у нас сформировалась вот такая вот рогаточка. То есть как бы такой вот общий веерочек, состоящий наполовинку из столбиков, наполовинку из рогаточки. Далее пропускаем опять 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й нырнули. Провязали столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же ныряем и провязываем еще один столбик с накидом. Сформировалась вот такая вот рогаточка. Угу. И далее идет повторение. Итак, пропускаем опять 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два,
3. И опять возвращаемся сюда же в этот же столбик и провязываем столбик с накидом. Есть. Видите? То есть у нас как бы такой вот веерочек, рогаточка, веерочек, дальше будет рогаточка. Итак, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, в 4 провязываем рогаточку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же вернулись, столбик с накидом 2. Угу. Все, и вот так вот вы продолжаете до конца ряда. Вот так у вас получается веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. Дальше веерочек, рогатка, веерочек, рогатка, веерочек, рогатка на всю длину вашего образца. Я встречу вас в конце ряда. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Итак, смотрите, вот наши такие своеобразные веерочки с рогаточками готовы. Так. И заканчиваем мы ряд точно так же, как начинали. Начинали 2 столбиками с накидом и закончили вот 2 столбика с накидом. Точно так же пропустили 3 столбика и в последний столбик, в 3 петельки, да, подъема, 2 столбика с накидом. Дальше 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, накид, и сюда же в этот же столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее смотрите внимательно. Теперь будем работать с нашей вот этой вот рогаточкой, с нашей арочкой. В эту арочку ныряем и провязываем 4 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Так, дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся сюда же, в эту же арочку, и провязываем еще 1 столбик с накидом. То есть мы с вами уже вязали, да, скажем, такой вот веерочек в предыдущем ряду. То есть теперь мы будем не как бы в один столбик, да, верхушку столбика, а непосредственно в арочку провязывать 4 столбика. Далее, после того, когда сделали вот такую вот рогатку, делаем накид. У нас с вами следующая рогаточка идет, и прям в рогатку, да, ныряем в эту арочку, провязываем столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. То есть у нас получается над рогаточкой рогатка. И скажу сразу же, что на протяжении всего узора над рогаточкой будет рогатка. Понятно? Идем дальше. Смотрим. Опять арочка. В эту арочку ныряем, провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Угу. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять вернулись сюда же, в эту же арочку, и провязали столбик с накидом. И у нас получается, мы повторяем точь-в-точь самый первый ряд, да, видите как? То есть все то же самое. 4 столбика, рогаточка, потом маленькая рогатка. 4 столбика, рогатка. Дальше будет у нас маленькая рогатка в рогатку. То есть мы нырнули в рогаточку, провязали столбик с накидом 1, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. Поняли, да? То есть ничего сложного. Давайте до конца ряда провяжем. В конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Смотрите, как вам ажурчик интересный и несложный, да? И как мы заканчиваем ряд. То есть мы опять провязали наш, скажем, веерочек из 4 столбиков и вот такой рогаточки. И делаем накид. И вот у нас здесь 2 столбика с накидом, помните, были? Так вот, мы в самый последний, получается, в 3-ю петельку подъема ныряем и провязываем опять 2 столбика с накидом. То есть ничего сложного. 1. И сюда же верхушку этого столбика провязываем 2. Все. То есть на этом получается вот один ряд, это наш узорчик. Дальше опять повторение. 1, 2, 3. 3 петельки подъема. И опять сюда же сделали столбик с накидом. И смотрите, у нас опять повторение. У нас опять вот такая вот арочка. И мы в эту арочку опять ныряем, опять провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и сюда же опять вернулись и провязали столбик с накидом. Угу. А дальше, как и договаривались, над рогаточкой будет всегда на протяжении всего узорчика рогаточка, воздушная петелька, и опять же сюда столбик с накидом. Узорчик несложный, узорчик очень легкий, всего лишь только один ряд, но новичкам я здесь оставлю схемку, кто не умеет работать со схемкой. Я думаю, что вы когда посмотрите, увидите обозначение схемки, да, как обозначаются воздушные петельки, как обозначаются столбики с накидом, вы чуть-чуть научитесь разбираться в схемке, хорошо? А опытные мастерицы уже поняли. Шагаем каждый ряд одно и то же, одно и то же. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков.
Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается ажурная красота. Совсем несложная, согласитесь, да? Смотрите, вот так вот она будет тянуться. В силу того, что много воздушных петелек. Вот такая красота. Красота двусторонняя, ну вы уже поняли, да? То есть можете выбирать любую сторону и вязать. Что это может быть? Конечно, из летних ниточек это может быть топики, да? Это могут быть маечки, это могут быть летние кофточки, летние кардиганчики. Такие, знаете, длинные в пол. Очень красиво. А если это будет вариант, так скажем, демисезонный, зимний, да, то, естественно, это что шарфики, это снудики, те же самые кофточки, кардиганчики. И заметьте, данный узорчик, так скажем, будь то для летнего пледика, да, будь то для зимнего. Много есть узорчиков, где повторяются точно такие же вот в арочках столбики, да, а здесь вот находятся не рогаточки, например, а просто столбики. 3 столбика, 5 столбиков, 7 столбиков, поняли, да, то есть он не будет таким дырочатым, то есть дырочки будут только здесь, так скажем. Вот такая вот красота. Давайте замерим. Если, например, моя пряжа, да, такая вот тоненькая, крючок тоненький, мы набирали 49 воздушных петелек, моя рука, плотность вязания, да, то в моем случае это будет 18 сантиметров. А тут получается очень просто, да, каждый ряд одинаково вяжется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. И наборный 12, то это получается вот 9 сантиметров. Угу. Ниточки любые. Берите любой расцветки, пробуйте, экспериментируйте. Могут быть летние вещи, светленькие, темненькие, да, гляньте, какая красота. Ровненько, аккуратненько. Ну, надеюсь, видео вам сегодняшнее понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. А также нажимайте на плюсик под видео. Так вы сохраните видео к себе в плейлисты и можете посмотреть в удобное любое для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.